Житель американского городка Брокен-Эроу, штат Оклахома, Джим Пасмар, как обычно, прогуливался со своим псом около ручья Хайки-Крик. Проходя по берегу ручья, он увидел, как что-то или кто-то барахтается в воде. На первый взгляд ему показалось, что это обычные бобры. Когда Джим уже хотел пройти мимо, что-то остановило его. Он решил присмотреться получше к животному, которое плавало в воде. Как оказалось, это был совсем не бобер. Застряв в тени и грязи, там барахталась большая собака. Просто так вытащить животное было невозможно. Во-первых, налипшая грязь добавила ему несколько килограммов, и пес стал неподъемным. Во-вторых, животное было настолько напугано, что не подпускало к себе никого. Пасмар вызвал полицию и службу спасателей. Собаку обвязали веревкой, а чтобы она никого не укусила, на туловище накинули небольшой тент. Через несколько минут животное было на берегу. Сколько пес провел в воде, неизвестно. Может, несколько часов, может, несколько дней. Испуганная, трясущаяся от холода собака даже идти самостоятельно не могла. Чтобы ее транспортировать, решили использовать сельскохозяйственную тачку. Еще на берегу спасатели осмотрели собаку. На теле они обнаружили следы от ранений. Судя по их особенностям, люди предположили, что животное попало под колеса автомобиля. От удара пес, видимо, скатился со склона и упал в воду. Здесь-то трясина собаку и засосала. Кроме того, установили, что это кобель лет 8. На бродячего пса он не очень был похож, так как страдал от ожирения. Кто-то даже слишком хорошо его кормил. Собаке дали кличку Тедди. После первичного осмотра спасатели стали гадать, куда отослать животное. В местном приюте уже нет места для Тедди. Если этого пожилого пса в приюте оставить, то, скорее всего, его там усыпят. Было решено отвезти его в Альянс помощи животным штата Оклахома. Однако скоро выяснилось, что во время спасательной операции Тедди с перепугу укусил полицейского за руку. По законам штата собаку следовало поместить в карантин для выявления у нее бешенства. Он попал в больницу Альта-Виста. Здесь сотрудники ветеринарной клиники кормили и ухаживали за Тедди. К счастью, животное оказалось не бешеным, и очень скоро его выпустили из собачьей тюрьмы. Старый хозяин Тедди так и не объявился. После того, как пес выздоровел, работники Альянс помощи животным при помощи социальных сетей стали подыскивать ему нового владельца. Не сразу, но откликнулся один человек, желавший забрать пса к себе. В Альянсе обрадовались новому хозяину пса. Теперь они спокойны за то, где Тедди встретит старость.